Глава 16. Человеческая матрица. Сразу после завтрака мы с Доном Хуаном сели поговорить. Начал он без предисловий и заявил, что мы приблизились к концу объяснения искусства овладения осознанием. Он сказал, что мы самым подробным образом обсудили все истины об осознании, открытые древними видящими, и подчеркнул, что теперь мне известен порядок, в котором новые видящие их расположили. В последней части своего объяснения он детально описал две силы, помогающие точке сборки сдвинуться: толчок Земли и накатывающуюся силу. Кроме того, он объяснил мне три метода, разработанные новыми видящими: сталкинг, намерение и сновидение. А также рассказал, как практика этих методов воздействует на поведение точки сборки. Теперь, продолжил он, чтобы объяснение искусства овладения осознанием можно было считать законченным, тебе осталось проделать лишь одно – самостоятельно преодолеть барьер восприятия. Ты должен сам, без чьей-либо помощи, сдвинуть свою точку сборки и добиться настройки в другой большой полосе эманаций. Если ты не сможешь этого совершить, то все, о чем мы говорили и что делали, окажется пустой болтовней, просто словами. А слова ничего не стоят. Он объяснил, что когда точка сборки уходит из своего обычного положения и достигает определенной глубины, она проходит некий барьер, который на мгновение лишает ее способности настраивать эманации. Мы ощущаем это как мгновение пустоты восприятия. Древние видящие назвали это мгновение стеной тумана. В момент нарушения настройки эманаций появляется восприятие полосы тумана. Дон Хуан сказал, что к решению задачи преодоления барьера восприятия можно подходить тремя способами. Можно рассматривать его как некий абстрактно преодолеваемый абстрактный барьер. Можно преодолевать его, как бы прорывая всем телом некоторый экран из плотной бумаги. А можно увидеть его как стену тумана. Разумеется, в течение моего ученичества Дон Хуан много раз подводил меня к видению барьера восприятия. Поначалу мне нравился образ стены тумана. Дон Хуан предупредил меня, что древние тоже предпочитали видеть барьер именно таким образом. Он объяснил, что так гораздо легче и удобнее, однако при этом существует опасность превращения вещей непостижимых в нечто мрачное и зловещее. Поэтому он советовал мне не вносить непостижимое в инвентарный список первого внимания, а оставить непостижимым. Некоторое время мне по-прежнему было удобно видеть барьер как стену тумана. Однако потом я согласился с Доном Хуаном, что лучше воспринимать переходный момент как некую непостижимую абстракцию. Но тогда мне так и не удалось нарушить фиксацию сознания. Каждый раз, оказываясь в положении близком к преодолению барьера, я видел стену тумана. Как-то по случаю я пожаловался Дону Хуану и Хенаро, что никак не могу справиться со стеной тумана, хотя и очень хочу увидеть барьер в каком-нибудь ином виде. Дон Хуан заметил тогда, что в этом нет ничего удивительного, ибо я мрачен и тосклив, и мы с ним в этом разительно отличаемся друг от друга. Он весел и практичен, и не творит себе кумира из человеческого инвентарного перечня. А я не желаю вышвырнуть в окошко свой инвентарный список, и потому тяжел, зловещ и непрактичен. Столь резкая критика ошеломила меня. Я пришел в состояние подавленности и печали. Дон Хуан и Хенаро хохотали до слез. А Хенаро еще добавил, что я мстителен и склонен к полноте. Они хохотали так, что в конце концов я не устоял и к ним присоединился. В тот раз Дон Хуан рассказал мне о том, что тренировка в собирании других миров позволяет точке сборки накапливать опыт перемещений. Однако меня всегда интересовал вопрос,
где взять силу первичного толчка, который выбил бы точку сборки из ее исходного положения. Когда раньше я спрашивал об этом у Дона Хуана, он обычно отвечал, что все определяется универсальной силой настройки, поэтому намерение есть то, что заставляет перемещаться точку сборки. Теперь я в очередной раз задал ему тот же вопрос. Он ответил: «Сейчас ты уже сам в состоянии ответить на свой вопрос. Начальный импульс точки сборки сообщается за счет искусства владения осознанием. В конечном счете от нас, человеческих существ, зависит не так уж много. Ведь мы, по сути, всего лишь зафиксированная в определенной позиции точка сборки. Наш внутренний диалог, наш инвентарный перечень, наш враг и в то же время наш друг. Проведи инвентаризацию, а потом выбрось на мусорник составленный перечень. Новые видящие относятся к инвентаризации очень серьезно и составляют свои перечни с чрезвычайной тщательностью, для того, чтобы затем над этими списками посмеяться. Если нет инвентарного перечня, точка сборки обретает свободу. Дон Хуан напомнил мне о том, как много времени мы с ним в прошлом посвятили обсуждению одного из самых стойких пунктов человеческого инвентарного перечня – идеи Бога. Этот пункт, говорил он, подобен прочнейшему клею, фиксирующему точку сборки в ее исходном положении. И если ты намерен собрать другой истинный мир, пользуясь другой большой полосой эманаций, тебе необходимо принять меры для полного высвобождения точки сборки. Весьма радикальный способ избавиться от клея – увидеть человеческую матрицу. И сегодня тебе предстоит проделать это самостоятельно. Что такое человеческая матрица, Дон Хуан? С моей помощью ты видел ее множество раз, ответил он. Так что тебе известно, что это такое. Я хотел сказать, что не знаю, о чем идет речь, но воздержался. Если он утверждал, что я ее видел, то, вероятнее всего, так оно и было, хотя я не имел об этом ни малейшего понятия. Он знал, о чем я думаю. Он, понимающе улыбнулся и медленно покачал головой. Человеческая матрица – это гигантский пучок эманаций в большой полосе неорганической жизни, сказал он. Его называют человеческой матрицей, потому что он является структурой, встречающейся только внутри человеческого кокона. Человеческая матрица – та часть эманаций орла, которую видящий может видеть непосредственно, не подвергаясь при этом никакой опасности. Последовала долгая пауза, после которой он вновь заговорил. Преодоление барьера восприятия – последняя из задач овладения искусством осознания. Чтобы сдвинуть точку сборки в соответствующую позицию, тебе необходимо собрать большое количество энергии. Так что вперед. Вспоминай то, что ты не раз уже совершал. И я безуспешно пытался вспомнить, что же такое человеческая матрица. Безнадежность этой затеи ужасно меня расстроила, а потом и разозлила. Я пришел в ярость, я был зол на себя, на Дона Хуана, на все вообще. На Дона Хуана ярость моя не произвела никакого впечатления. Он спокойно объяснил, что точка сборки колеблется, подчиниться команде или нет. Отсюда и ярость, которая является вполне естественной реакцией. Прежде чем ты сможешь практически применить принцип «твоя команда есть команда орла», пройдет немало времени, сказал он. Ведь в этом принципе сущность тайны намерения. А пока что сформируй команду не раздражаться даже в наихудшие из моментов сомнения. Твоя команда будет услышана и исполнена как команда орла, хотя процесс этот и будет идти медленно. Между обычной позицией точки сборки и местом, где нет сомнений, а оно почти совпадает с местоположением барьера восприятия,
имеется неизмеримо обширная область. В этой области воин подвержен склонности совершать самые разнообразные невероятные действия. Поэтому ты должен быть настороже и не терять уверенности, потому что неизбежно наступит момент, когда тебя охватит чувство поражения. Новые видящие советуют поступать очень просто. Столкнувшись в пути с чувствами нетерпения, отчаяния, гнева или печали, они говорят, что нужно вращать глазами. В любом направлении. Лично я предпочитаю по часовой стрелке. Такое движение глаз моментально сдвигает точку сборки. И в тот же миг приходит облегчение. Этот способ может временно использоваться, пока не достигнуто совершенство во владении намерением. Я пожаловался, что у нас было слишком мало времени на то, чтобы подробнее поговорить о намерении. «Когда-нибудь все вернется», — заверил он меня. «Ты вспомнишь одно, оно потянет за собой другое. Одно ключевое слово, и все это вывалится из тебя, как из переполненного шкафа, дверца которого не выдержала». И Дон Хуан вернулся к разговору о человеческой матрице. Он сказал, что увидеть ее самостоятельно, без посторонней помощи, исключительно важный шаг, поскольку прежде чем человек достигнет свободы, ему необходимо избавиться от некоторых идей. Видящий, который вступает в неизвестное с тем, чтобы увидеть непознаваемое, должен находиться в состоянии абсолютной безупречности. Дон Хуан подмигнул и сказал, что находиться в состоянии абсолютной безупречности значит быть свободным от рациональных допущений и рациональных страхов. И добавил, что мои рациональные допущения и страхи в данный момент не дают мне осуществить настройку эманаций, необходимых для того, чтобы вспомнить, как я видел человеческую матрицу. Дон Хуан потребовал, чтобы я расслабился и сдвинул точку сборки вращением глаз. Он снова и снова повторял, что очень важно вспомнить человеческую матрицу до того, как я в очередной раз ее увижу. И поскольку у него нет времени, я не имею возможности делать все это со своей обычной медлительностью. Я принялся вращать глазами в соответствии с его указанием. Практически немедленно я забыл о всех своих неудобствах, а потом вдруг вспышкой молнии ум мой пронзило воспоминание. Я вспомнил, что действительно видел человеческую матрицу. Это произошло несколькими годами ранее. Событие было для меня весьма знаменательным, еще и потому, что в тот день Дон Хуан высказал самые святотатственные с точки зрения моего католического воспитания утверждения, какие мне когда-либо доводилось слышать. Началось все с обычного разговора во время прогулки по предгорьям Сонорской пустыни. Дон Хуан объяснял, что происходит со мной в процессе обучения. Мы остановились, чтобы отдохнуть, и присели на какие-то большие валуны. Дон Хуан продолжал говорить о методике обучения. Это подтолкнуло меня в 100-й раз поведать ему о том, что я при этом чувствую. Было вполне очевидно. Рассказы о моем отношении к его методике Дону Хуану уже давно надоели. Он сдвинул уровень своего осознания и сказал, что если я увижу человеческую матрицу, то, может быть, сразу пойму все, что он делает, и это сэкономит нам годы упорного труда. И он подробно описал, что представляет собой человеческая матрица. Причем рассказывал он о ней не в терминах эманаций орла, а как о некоторой энергетической структуре, которая служит для формирования качеств человеческого существа в аморфном сгустке биологического материала. По крайней мере, так я тогда понял. Особенно после того, как он наглядно продемонстрировал мне это с помощью механической аналогии. Он сказал, что это похоже на гигантский штамп, который без конца штампует человеческие существа, как будто некий гигантский конвейер
доставляет к нему заготовки и уносит готовые экземпляры. Как бы изображая ладонями матрицу этого гигантского штампа, Дон Хуан крепко сжал их, а затем вновь разжал, чтобы выпустить свежеотштампованного индивида. Он объяснил также, что каждому биологическому виду соответствует своя матрица. Поэтому каждый индивид, принадлежащий к некоторому виду, обладает свойствами для данного вида характерными. И Дон Хуан приступил к рассказу о человеческой матрице. Рассказ этот очень сильно выбил меня из колеи. Дон Хуан сказал, что у древних видящих и мистиков нашего мира была одна общая черта. И тем, и другим удалось увидеть человеческую матрицу. Но ни те, ни другие не поняли, что это такое. Веками мистики подчивали нас душещипательными отчетами о своем духовном опыте. Но отчеты эти при всей их красоте содержали в себе грубейшую и совершенно безнадежную ошибку. Их составители верили во всемогущество человеческой матрицы. Они думали, что это и есть всеведущий Творец. Примерно так же интерпретировали человеческую матрицу и древние видящие. Они считали, что это добрый дух, защитник человека. И только у новых видящих хватило уравновешенности на то, чтобы, увидев человеческую матрицу, трезво понять, что это такое. Они смогли осознать: человеческая матрица не есть Творец, но просто структура, составленная всеми мыслимыми и немыслимыми атрибутами и характеристиками человека. Всеми, какие только могут в принципе существовать. Матрица – наш Бог, поскольку все, что мы собой представляем, ею отштамповано, но вовсе не потому, что она творит нас из ничего по своему образу и подобию. И как мы преклоняем колени перед человеческой матрицей, мы совершаем поступок, от которого заметно отдает высокомерием и антропоморфизмом. Я ужасно разволновался, слушая объяснение Дона Хуана. Я никогда не считал себя особенно благочестивым католиком, однако его богохульные интерпретации меня шокировали. Из вежливости я слушал, не прерывая, но в первой же подходящей паузе намеревался сменить тему. Но он продолжал безостановочно и безжалостно бить в одну и ту же точку. В конце концов я не выдержал и перебил его, заявив, что считаю существование Бога реальностью. Он сказал: «Мое мнение – вопрос веры, и как таковое является косвенным убеждением, а потому ровным счетом ничего не значит. Твоя, как, впрочем, и чья угодно вера в существование Бога, основана на том, что кто-то кому-то когда-то сказал, а не на твоем непосредственном видении», – продолжал он. «Но если бы ты даже мог видеть, ты все равно неизбежно допустил бы ту же ошибку, что и мистики. Каждый, кто видит человеческую матрицу, автоматически принимает ее за Бога». Дон Хуан назвал мистический опыт случайным видением, одиночным попаданием, которое само по себе не имеет никакой ценности, поскольку является результатом случайного сдвига точки сборки. Он заявил, что выносить верные суждения по данному вопросу могут только новые видящие, поскольку они искоренили случайное видение, заменив его способностью видеть человеческую матрицу в любой необходимый момент. И они увидели, что то, что называем Богом, есть статический прототип человеческого образа, не имеющий никакой силы, поскольку человеческая матрица ни при каких обстоятельствах не может ни помочь нам в наших действиях, ни наказать нас за неправедные дела, ни воздать нам за дела праведные. Мы – отпечаток матрицы, продукт штамповки. То, что понимается под человеческой матрицей, в точности соответствует своему названию. Это образец, форма для заливки, группирующая определенную связку волокнообразных элементов, которую мы именуем человеком. Все, что он говорил, причиняло мне самые настоящие страдания,
Однако его, похоже, мало трогала глубина моих переживаний. Он продолжал методически меня доставать. Он сказал, что случайные видящие совершили непростительное преступление, заставив людей вкладывать невосполнимую энергию в сосредоточение на том, что никак не может никому помочь. Чем больше он говорил, тем сильнее я раздражался. Когда я дошел до такой стадии раздражения, что готов был начать на него кричать, он сдвинул меня в состояние еще более повышенного осознания, ударив по правой стороне туловища между тазом и ребрами. Этот удар отправил меня парить в радужном свете в лучезарном источнике мира и дивной благодати. Этот свет был небом, оазисом в окружающей меня черноте. Субъективно я ощущал, что время остановилось. Я видел этот свет неизмеримо долго. Описать словами все великолепие того, что я созерцал, не было никакой возможности, но понять, что именно делает это столь прекрасным, я тоже не мог. Затем я подумал, что ощущение красоты порождается чувством гармонии, мира, покоя и столь долгожданной безопасности. Дышать было так легко, я вдыхал и выдыхал, пребывая в состоянии абсолютного покоя. Какое дивное изобилие! Без тени сомнения я знал, это есть Бог, источник всего сущего, и я встретился с Ним лицом к лицу. И я знал, Он любит меня. Бог — суть любовь и всепрощение, это я тоже знал. Свет омывал меня, и я был очищен и спасен. Я не был властен над собой, я рыдал, в основном о себе. Этот свет и я. Боже, как недостоин и мерзок я. Вдруг в ушах моих зазвучал голос Дона Хуана. Он велел мне идти дальше, подняться над матрицей. Он говорил, что матрица всего лишь ступень, передышка, которая дает временное пристанище, сообщая мир и безмятежность тому, кто отправляется в неизвестное. Но она бесплодна и статична. Она есть одновременно плоское отражение образа в зеркале и само зеркало. Плоское отражение — суть образ человека. Я страстно отверг сказанное Доном Хуаном. Я восстал против его богохульных и святотатственных речей. Мне хотелось послать его подальше, но я не мог преодолеть связывающую силу своего видения. Я был ею пойман. Дон Хуан, казалось, в точности знал все, что я думаю. «Ты не можешь послать Нагваля», — сказал он у меня в ушах, «ибо Нагваль дает тебе видение. Это искусство Нагваля, его сила. Нагваль — тот, кто ведет». И тут я кое-что понял относительно этого голоса. Он не был голосом Дона Хуана, хотя весьма на него походил. И, кроме того, голос был прав. Инициатором моего видения действительно был Нагваль Хуан Матус. Именно его искусство и сила заставили меня увидеть Бога. Он сказал, что это не Бог, а шаблон человека. И я знал, что он прав. Но я не мог с этим согласиться, причем не из упрямства или от злости, но просто потому, что мною всецело владело чувство преданности и любви к божеству, бывшему передо мной. Со всей страстностью, на какую только был способен, всматривался я в этот свет. Он как бы сконденсировался, обретая форму, и я увидел очертания человека, сияющего человека, от которого исходило благословение, любовь, понимание, искренность и истина, человека, воплощавшего в себе всю сумму добра. Страсть, которая охватила меня, когда я увидел этого человека, превосходила все когда-либо мною испытанное. Я рухнул на колени. Я желал поклоняться воплощенному Богу, но тут вмешался Дон Хуан. Он ударил меня по верхней части грудной клетки слева, возле лопатки, и я тут же потерял Бога из виду. Я остался охваченный мучительным чувством, некой смесью сожаления, воодушевления, уверенности и сомнений.
Дон Хуан меня высмеял. Он сказал, что я набожен и легкомыслен, что из меня мог бы получиться дивный священник, а теперь к тому же и пророк, лидер религиозной конфессии, видевший Бога. И он язвительно посоветовал мне взяться за проповедничество и описывать всем то, что я видел. А потом он с небрежным видом, но как бы заинтересованно произнес, наполовину в вопросительном, наполовину в утвердительном тоне: «А мужчина? Ты ведь не можешь забыть, что Бог мужчина?» Огромность чего-то неопределенного начала вырисовываться передо мной по мере того, как я обретал состояние полной ясности. «Удобно-то как, а?» — с улыбкой добавил в тот раз Дон Хуан. «Бог мужского пола, облегчение какое!» Теперь же, рассказав Дону Хуану обо всем, что я вспомнил, я задал ему вопрос по поводу одной вещи, которая поразила меня, показавшись исключительно странной. Чтобы увидеть человеческую матрицу, я должен был пройти через сдвиг точки сборки. Это очевидно. Воспоминание о том переживании было настолько ярким, что я ощутил бессмысленность всего. Ведь, вспоминая сейчас, я испытывал те же самые чувства. Ничто не изменилось. Я спросил у Дона Хуана, как могло получиться, что, так полно все уяснив, я умудрился настолько основательно все позабыть. У меня складывалось впечатление, что все происходившее и происходящее не имеет никакого значения, и мне каждый раз приходится начинать с одного и того же места. И прошлые мои успехи ни на что не влияют. «Это только эмоциональное впечатление», — объяснил он. «Просто заблуждение. Все, что ты делал несколько лет назад, прочно зафиксировано где-то в незадействованных эманациях. Например, тот день, когда я заставил тебя увидеть человеческую матрицу. Ведь я тогда и сам заблуждался. Я думал, стоит тебе ее увидеть, и ты тут же все поймешь. С моей стороны налицо было полное непонимание». Дон Хуан сказал, что до него всегда все доходило очень медленно. По крайней мере, так считал он сам. Но проверить это он не мог, так как сравнивать было не с чем. Когда же появился я, и он выступил в совершенно новой для него роли учителя, он обнаружил, что ускорить процесс понимания в принципе невозможно. И одного лишь освобождения точки сборки тут явно недостаточно. А он рассчитывал, что этого хватит. Вскоре, однако, он осознал следующее. Во время сна любой человек претерпевает естественный сдвиг точки сборки. Причем зачастую весьма и весьма значительный. Поэтому в бодрствующем состоянии мы мастерски справляемся с индуцированными сдвигами, тут же их компенсируя. Благо опыта пробуждения из состояния сна нам не занимать. Нам ежедневно приходится восстанавливать равновесие, как ни в чем не бывало, продолжая свою повседневную деятельность. Дон Хуан отметил, что ценность заключений, к которым пришли новые видящие, не становится очевидной до тех пор, пока человек не начинает работать с точкой сборки кого-нибудь другого. Новые видящие утверждают, что в этом отношении имеют значение только усилия, направленные на фиксацию точки сборки в новой позиции. Они считают, что эта часть процесса обучения единственная, о чем стоит говорить. И им известно, что осуществляется она медленно, понемножку, со скоростью улитки. Затем Дон Хуан сказал, что в начале моего обучения он пользовался растениями силы, поскольку так рекомендуют поступать новые видящие. Опираясь на опыт своего видения, они знают, что растения силы очень сильно раскачивают точку сборки, стряхивая ее с обычного места. В принципе, воздействие растений силы на положение точки сборки очень похоже на воздействие сна. Но растения силы индуцируют
более глубокие и всепоглощающие сдвиги, чем сон. Дезориентирующее влияние такого сдвига используется затем учителем для закрепления в уме ученика понимания того факта, что восприятие мира никогда не может быть окончательным и однозначным. Тут я вспомнил, что за все годы обучения видел человеческую матрицу еще 5 раз, и с каждым последующим разом реакция моя на нее становилась все менее и менее бурной. Но справиться с тем фактом, что я вижу Бога мужского пола, мне не удавалось. В конце концов, то, что я видел, перестало быть для меня Богом и стало человеческой матрицей. Не потому, что об этом твердил Дон Хуан, а потому, что Бог мужского пола стал нелепостью, не выдерживавшей никакой критики. И я понял тогда все, что говорил по поводу человеческой матрицы Дон Хуан. Он ни в малейшей степени не богохульствовал, и утверждения его не являлись святотатством, ведь они никак не были связаны с контекстом повседневности. Дон Хуан был прав, говоря, что преимущество новых видящих состоит в их способности видеть человеческую матрицу по собственному желанию и сколь угодно часто. Но для меня гораздо большее значение имела их уравновешенность, которая позволила трезво подойти к исследованию того, что они видели. Я поинтересовался, почему человеческая матрица в моем восприятии всегда оказывается структурой человека мужского пола. Дон Хуан объяснил. Дело в том, что когда я видел человеческую матрицу, моя точка сборки еще не была прочно зафиксирована на новом месте и смещалась поперек человеческой полосы в сторону исходной позиции, так же как в случае с видением барьера восприятия в образе стены тумана. Этот поперечный сдвиг был обусловлен практически неизбежным желанием или потребностью представить непостижимое в каких-нибудь более-менее знакомых терминах. Барьер – стена, матрица мужчины – непременно мужчина. Дон Хуан полагал, что, будь я женщиной, человеческая матрица, которую я видел, вероятнее всего была бы структурой человеческого существа женского пола. Затем Дон Хуан встал и сказал, что пришло время вернуться и пройтись по городу, поскольку человеческую матрицу я должен увидеть, находясь среди людей. В молчании мы дошли до площади, но прежде чем мы на нее вышли, я ощутил неудержимый всплеск энергии и ринулся вдоль по улице к окраине городка. Я вышел на мост. Человеческая матрица словно специально меня там дожидалась. Я увидел ее. Дивный теплый янтарный свет. Я упал на колени, но это не было продиктовано набожностью, а явилось физической реакцией на чувство благоговения. Зрелище человеческой матрицы было в этот раз еще более удивительным, чем когда-либо прежде. Я почувствовал, как сильно я изменился с того времени, когда видел ее впервые. В этом чувстве не было ни высокомерия, ни самолюбования, просто все, что я видел и узнал за прошедшие годы, позволило мне гораздо лучше и глубже постичь возникавшее перед моими глазами чудо. Сначала человеческая матрица была наложена на мозг. Потом я немного изменил фокусировку и увидел, что человеческая матрица простирается вверх и вниз в бесконечность, а мост — крохотный узор, полупрозрачный набросок, нарисованный на бесконечности. Такими же были и микроскопические фигурки прохожих, с нескрываемым любопытством меня разглядывавших. Но я был недосягаем для них, хотя именно в этот миг открытость и уязвимость мои достигли максимума. Человеческая матрица была бессильна защитить меня или пощадить, но все равно я любил ее страстно, и страсть моя не знала границ.
Я подумал, что теперь понимаю слова Дона Хуана, неоднократно от него слышанные. А реальная привязанность не может основываться на взаимной выгоде. Я бы с радостью навек остался слугой человеческой матрицы, и не за то, что она мне что-то дает, ведь дать она ничего не может, а просто из-за чувства, которое я к ней испытывал. Я ощутил, как что-то потянуло меня прочь. Прежде чем исчезнуть, я закричал что-то, обещая человеческой матрице, но закончить не успел. Мощная сила подхватила меня и сдула прочь. Я стоял на коленях посреди моста, а собравшиеся вокруг крестьяне надо мной смеялись. Подошел Дон Хуан, помог мне встать и отвел домой. Человеческую матрицу можно видеть в двух различных образах, начал он, как только мы сели. В образе человека и в образе света. Все зависит от сдвига точки сборки. При поперечном сдвиге ты видишь образ человека. При сдвиге в среднем сечении человеческой полосы матрица – это свет. Сегодня ты сдвинул точку сборки в среднем сечении. Только это имеет значение. Позиция, в которой человек видит человеческую матрицу, очень близка к позиции тела сновидения и барьера восприятия. Именно по этой причине новые видящие настаивают на необходимости увидеть и понять человеческую матрицу. А ты уверен в том, что понял, чем в действительности является человеческая матрица? Спросил он с улыбкой. Уверяю тебя, Дон Хуан, я полностью отдаю себе отчет в том, что такое человеческая матрица, сказал я. Но, подходя к мосту, я слышал, как ты кричал матрице какую-то чушь, заметил он с язвительной улыбкой. Я сказал, что чувствовал себя бесполезным слугой, который поклоняется бесполезному господину, и все же искренняя привязанность заставила меня пообещать ему свою любовь. Дон Хуан нашел это весьма занятным и смеялся до тех пор, пока чуть не задохнулся. «Бесполезное обещание, данное бесполезным слугой бесполезному господину», прокомментировал он и снова захлебнулся смехом. Отстаивать свою позицию мне не хотелось. То, что я чувствовал по отношению к человеческой матрице, было с моей стороны даром, взамен за который я даже и не думал что-либо получить. И бесполезность данного обещания не имела ровным счетом никакого значения.